Всех приветствую! Добро пожаловать на игровой канал. Меня зовут Оскар, и у нас с вами очередная серия игры под названием DR Survival. Напоминаю, что это мобильная игра в жанре выживания. Сейчас мы находимся возле города Красноярска, точнее наша база находится, и у нас начинается ивент контрабанда. В прошлой серии мы делали с вами обзор на нее, и сегодня мы уже приступаем непосредственно для нее прохождения. Хочу напомнить, что для меня это первый ивент. Я еще ни разу в нее не играл. И в прошлой серии мы с вами познакомились с госпожой Гердой и, получается, с этим молодым человеком. И комбинатом, который данный непосредственно мы выполняем с вами задание. Что касается по поводу основной цели и задания, то здесь говорится следующее, что безумцы все чаще нападают на людей. Замешана ли здесь организация под названием «Пороховой комбинат»? Чтобы выяснить это, я должен заслужить доверие и ее командиров, говорится у нас здесь. Так, получается, мы собрали все, что необходимо. Мы немножко побегали, полазили, собрали около 4490 серебряных жетонов, около 800 жетонов у нас золотых имеется. Ну что ж, давайте приступим, посмотрим, что из себя полностью представляет данные сюжеты. Первое задание мы выполняем. Таким образом, получается, Хоренс Емих — это Герда. Покупатель готов к встрече. Кажется, он очень напуган, так что готовимся к худшему. Записывай координаты. Хорошо, мы записали координаты. И куда же нам нужно идти? Нам нужно идти, получается, в левую сторону. Сейчас мы запустим наш бубен. У нас проблемы с энергиями. Сейчас, минутку, сейчас все организую. Сейчас быстро все мы сделаем. Все запустим. Так, подожди, у нас получается, да, а почему 265 всего лишь? А если мы сделаем вот таким образом? Ага, все отлично. И теперь у нас остается 400, да? Мы можем теперь спокойно сделать еще так. И мы можем даже с вами сделать вот таким образом. И уже 600 энергетику полностью пополнить. Так что энергетики у нас полно. Еды пока мы тратить не будем. Или лучше сразу с едой поедем. Может, там разборки у нас с вами будут. Ух, как я давно уже все это не делал. Я даже не могу вспомнить, с чего мы с вами начинали. Раньше, если не спорю, мы с вами много чего интересного вытворяли. Так, давайте сейчас обратно на базу. Нам нужно вернуться. Нам нужно будет в первую очередь, сейчас мы запустим процесс, пускай он дальше делается. Заходим на нашу кухню. Давненько мы не были в нашей кухне. Даже не знаю, что у нас на кухне творится. Так, подождите. Да, я молоко поставил. У нас должно было молоко уже быть готово. Так, в первую очередь, давайте смотреть. Я сейчас играю, получается, с ближним боем. Контратака по-любому нам нужно будет холодным оружием. Делаем раз. Так, у нас должен быть один за один, 10% за урон за каждое убийство. Тоже делаем два. Так, получается, обязательно... Да, не может, мясной рулет у меня закончился. Сейчас мы организуем тебе мясной рулет. У меня как раз медвежатина есть. Сейчас, все будет у нас. Сразу делаем, получается, броненосец 1. Броненосец сразу нужно будет делать нам 2. Отлично, готово. Надеюсь, нету? Да? Броненосец 1 вот еще есть. Так, получается, мы сделали. Следующее, что нам нужно будет здесь? Нет, травника нам не нужно. Подготовку. Давайте мы сделаем. Подготовку 2 нам нужно будет. Также у нас сопротивление. Нет, это не нужно. Это у нас меткий глаз. Давайте мы тоже сделаем. Здесь у нас сопротивление, скороход, охотник за головами. Как раз это получается урон по людям 25%, то, что нужно. Сделаем пирожок. И здесь, что у нас нужно будет? Это больше движения. Плюс 2 обязательно делаем. Здесь у нас подготовка 1, если не ошибаюсь. Итак, получается, из готовки у нас все уже полностью готово. Все, что нужно было, по идее, сделать, мы с вами, по идее, приготовили. Так, теперь нам нужно с вами грамотно это все съесть. Так, у нас, получается, сумку обжора мы с вами поставили. Так, здесь сколько у нас? 36, нет, здесь 24 часа. Нам нужно в первую очередь съесть 36 часов. Раз у нас есть, это тоже 36 часов. Два у нас есть, это тоже у нас 3 у нас есть. И тоже у нас 4 у нас есть. То есть первые 4 блюда мы обязательно в порядке с вами полностью съедим. Так,
Получается, это у нас уже баф работает. Да, новогоднее настроение у нас с вами работает, баф. Ну что ж, давайте приступать, когда получается. В первую очередь мы съедаем утку по-пекински. Нам дает тактику +1, съесть его. Потом мы, получается, съедаем урон по людям, почти 25%. Тоже мы ее съедаем. Также у нас мясной рулет у нас есть. Тоже 36 часов. Брони количество 15% тоже съедаем. И мы съедаем, получается, шаурму. Тоже 36 часов, 2%, 2 хода плюс перемещение тоже у нас есть. Прекрасно. Просто перфект. Что мы должны дальше сделать? Мы одеваем нашу бороду из ваты, которая у нас с вами есть, и идем ночевать, получается, на радиоактивную зону. Так, 10 плюс 10 у нас с вами бьет. То, что она бьет, это очень плохо. Ладно. Здесь, получается, теперь нам нужно поспать. Давайте выберем, какой облик нам больше всего подходит. Здесь увеличивает урон волшебным оружием. Там, по-моему, 10, да, процентов он дает. Здесь увеличивает сопротивление радиации, дает бонус боевых триады. Это нам не понадобится. Вот этот здесь, он понижает урон от кровотечения, увеличивает дальность передвижения в бою. Это хороший вариант. Здесь, получается, с мясом, с рыбой и сыром. Здесь получается, то есть здесь не сыром, я хотел сказать, сырое мясо. Здесь получается метаболический отдых, нам это не нужно. И паланкин у нас с вами есть. Он увеличивает шанс уклонения и дальность передвижения в бою. Я думаю, лучше его мы с вами выберем. Мне он больше нравится. Конечно, было бы хорошо бы выбрать... нет, это тоже не очень получается. Значит, получается у нас паланкин лучший вариант, который мы можем себе в данный момент позволить. Или лучше мы возьмем... Нет, давай лучше паланкин, да, возьмем. Я позже подумал, может, волшебное оружие 10% прокачать и так далее. Таким образом, что нам нужно делать? Нам нужно просто 8 часов хорошенько поспать непосредственно. Так, да, 8 часов нам нужно поспать. Эффект получается не так себе, да, хороший будет. Так, подождите, да, я сейчас найду хорошее место, где нам, ну, реально больше всего количества уйдет. То есть, получается, десятка работает. Нет, а здесь не работает. Я точно знаю, вот здесь в лабораториях должно быть побольше. Да не может быть. Почему все везде 10? По идее, должно +2 еще быть. Ладно, давайте 8 часов поспим, когда получается. Отдыхать 8 часов. Чудесно, 8 часов мы с вами поспали. Эффект у нас полностью работает. Возвращаемся обратно на базу. Нужно доесть то, что еще у нас еще осталось. Так, одеваем обратно на маску. И в итоге получается, да, и кушаем то, что у нас осталось. Получается, у нас есть подготовка 1 и подготовка... Или вначале мы съедим... Давайте броненосец 1 съедим и броненосец 2 мы съедим. То, что нужно будет сделать, подготовка 1 и подготовку 2 мы тоже съедим. Здесь сколько остается? Совсем немного, да, остается у нас? Ай-яй-яй-яй. А у нас еще есть контратака, и еще у нас стоит блины, которые тоже нужно будет съесть. Даже не знаю. Блины можно съесть? Да. Да, блины мы с вами сейчас кушаем, когда получается. Ну, давайте, когда блины мы с вами съедим. Так уж и сделаем. Выпьем квас, который у нас с вами есть. Меткий глаз, который нам дает возможности. Параллельно у нас здесь сколько получается? Ага, нам нужно где-то потратить в количестве 60 энергии, которые здесь у нас имеются. И здесь у нас ситуация следующая. Можно воспользоваться шприцом. Скороход у нас дальней стрельбы. Ну, ветки у нас, конечно, там уже есть. Ну ладно, воспользуемся им. Также на всякий случай пилюли бессмертия мы с вами сразу используем для более эффективного состояния, которое у нас должно быть. Также здесь мы можем сразу себе немножко повысить. 150 сразу делаем. И еще мы можем с вами... Или, думаю, достаточно будет. Ну, жалко, что шашлык не влез. Сейчас он влезет у меня. Сейчас. Сейчас мы все в него организуем. Сейчас у меня полностью влезет этот шашлык.
Так, сейчас. Нам нужно всего лишь 60. Так, 1 часик, 2 часика, 3 часика. Не, а почему? Мы же не одели бороду из ваты. Так, одеваем. И здесь, получается, сейчас организуем. 2 часа, и мне кажется, будет все идеально. Да, 2 часа будет идеально, и мы с вами как раз сделаем то, что нам нужно. Так, 2 часа прошло, и мы с вами доедаем еще шашлыком, который здесь у нас есть. Вот, теперь все полностью идеально. Поехали. Посмотрим, что из себя представляет данное следующее очередное задание. Willkommen. Мы с Фурией тебя заждались. Там точно что-то не так. Неприятности. Тот. Смерть. Как я и думала, пойдем вместе и выясним, что происходит. Готов? Мы, Герда, всегда готовы. На любое приключение, на любую суету. Герда права. Лагерь покупателя разгромлен. Все сломано, разбросано, топтано в грязь. Кругом лежат растерзанные тела. Кровь уже впиталась в землю, но тяжелый медный запах еще висит над поляной. То, что здесь произошло, произошло недавно. Кто мог такое сделать, предлагаю... Нет, в смысле валить. Мы только идем вперед. Герда обводит побоище холодным взглядом. Не знаю, но обратить внимание, припасы рассыпаны по земле, пушки брошены. Тот, кто это сделал, пришел не грабить. Я так думаю, что это не хищники, а, возможно, это мутанты. Герда без колебаний переворачивает ближайший труп. Смотри, похоже на отметины человеческих зубов. А эти следы оставить, как у вас называется, Стичвайф, холодное оружие. Думаю, напали агрессивные Ирен, безумцы. Предлагаю валить. Мы не успеваем дойти даже до границы разгромленного лагеря. Из зарослей, переграждая путь, выходят безумцы. Целая стая. Герда скидывает оружие за работу. Ну, как скажете, мы только за. Как прикажете, фрау? Теперь правильно, не фролин, оказывается, будет теперь фрау. Ясненько. Да ладно, мы не можем взять нашу гинку, что ли? Как мы это могли с вами упустить? Ладно, берем своего, получается, агрессивную тыковку. Так, я, получается, бегаю сейчас с вот таким вооружением. Что здесь у нас есть? Безумцы, поджигатели здесь всякие есть. Ну, здесь не так сильно можно увидеть. Так, как обычно, берем, или не будем брать, или будем брать. Я так думаю, можно заменить дракона, драконий рев на какой-то другой вид оружия, который мы могли бы с вами воспользоваться. Какой вид оружия, я даже не могу представить. Так, нам нужно два очка, которые мы можем с вами позволить. Можем держать на дистанции, получается. Но у нас есть дистанция держать по пушке, правильно? Или можем взять на подавление. Тоже гранатомет, тоже очень хороший эффективный процесс. Но можно на подавление и далеко их удержать. 2 выстрела, и они, получается, там будут на месте стоять. Ам, Стой. Нет, это не будем брать. Берем, получается, как мы и планировали, наш гранатомет. Так, где наш гранатомет находится? Вот этот гранатомет мы полностью берем. Ближний, если близко будет подходить, будем отправлять. Этот мы не будем воздействовать, но сам будет стрелять поэтапно. И здесь, получается, у нас с вами хлопушки будут на удержание. Ну что ж, давайте приступать. Так, наблюдаем, смотрим картину. Нам нужно как-то их полностью кооперировать и всех в одном месте собрать. Мы видим все обычные, простые участники, которые есть. В первую очередь нам нужно, конечно, избавиться от хиллера, потому что хиллер головная боль всего, что здесь полностью происходит. Но самое главное теперь как до него грамотно подобраться. Так, у нас есть, получается, кувалда. Кувалдой можно как-то грамотно это все сделать. Я так думаю, если мы вот сюда придем, и да, сюда можно будет подойти. Ладно, приступим. Что будет, то будет. Запускаем. Первый пошел. Первый пошел. Так, дальше. Давай немножко сюда подвинемся. И мы хиллера в первую очередь все ликвидировали. Хиллера больше нету. Так, 191. Ой, тыковка у нас даже вообще ранена. Получается, сейчас она его полностью ликвидирует. И мы можем даже с вами сделать следующее. Ладно, пропускаем ход. Да, мы ход с вами пропускаем. Тыковка сейчас решит вопрос. Нет, поближе подойди,
чтобы побольше процент у нас с вами был. Все, вопрос решен. Молодец, Герда. Прям прочитала мои мысли. Ага. Все прямо начали атаковать именно Герду, да, у нас? Получается, троих мы можем здесь на удержание поставить. Или мы сразу можем с вами не тратить количество, а сделать следующим ходом. А если мы сделаем вот таким образом и отправим посылку. Вот таким образом посылка была отправлена. Дальше следующая посылка будет отправлена вот сюда. И мы должны как раз забрать. Все просто идеально. Мне кажется, просто как в шахматы мы с вами просто шикарно все сделали. Так, здесь у нас опасность только в виде огня, но я так думаю, не так уж страшно будет, если мы сделаем следующие с вами действия. Нам нужен бугорок. Так, конец хода. Бугорка здесь мы не достаем, да? Так можно было взять его в лианы. Ладно, удерживаем, получается, этого молодого человека. Да, не хват... ну все, мы ликвидировали проблему, которая у нас появилась. И я так думаю, безумца-поджигателя нужно уже избавляться. Он лишний здесь у нас в системе. Почему-то сразу не смог. Ладно, таким образом мы его заберем. Так, дальше. Нет, нам нужно. Почему ты через это решил пойти? Ладно, сделаем так. Сделаем вот так. Все, забирай. И получается, остается у нас с вами крикун, да, у нас? Если не ошибаюсь, крикуны могут призвать еще одного своего. Торопился. И теперь давайте мы полностью его добьем. Все, крикун больше тебе не будет нас беспокоить. Вопрос решен. Завершить. Получается так, безумцы напали на лагерь покупателя, потом спрятались в лесу и ждали нас. Устроили засаду. Странно. Обычно они не могут планировать, не мыслят тактически, как звери. Точно безумцы. На такое не способны. Но в последнее время это происходит все чаще. Безумцы в округе ведут себя странно и слишком агрессивно. Ты же сталкивался с пороховой комбинат? Возможно, они в Вербиклет замешаны в этом. Пороховой комбинат? Это оружейники, которые хотят установить повсюду свою власть. Оружие стало как золото. Оно очень ценится. Пороховой комбинат контролирует торговлю оружием и таким образом нет, навязывает свою волю поселениям и группировкам. Причем здесь безумцы. У меня есть подозрение, что комбинат пытается влиять на них. И есть основания для подозревания. Подозрения, но пока ничего да? Ничего точного. Антон, мой муж, должен знать наверняка. Но он пропал. Какой план? Узнай больше про пороховой комбинат. Войди в доверие, поработай с ними. Это может быть выгодно. Когда найду Антона, то свяжусь с тобой. По рукам? По рукам. Ну что ж, обратно очередная семья. Будем помогать, будем спасать, как обычно. О, подожди, нам там ящик выпал. Надо в ящике посмотреть. Нет, это обычные, как говорится, трупы. Давайте мы выкинем, посмотрим, что у нас непосредственно есть в этом ящике. Поставка комбината. Пороховой комбинат делится ресурсами снабжения со своими союзниками. И часто такие ящики попадают в руки контрабандистов. Так, у нас получается здесь не так уж интересно. Интересно только одно. Это бомба. Мы ее получим? Так, это получили. Да, все это мы с вами заполучили. Интересный, конечно, ящик. Кстати, мы забыли одеть свою непосредственную игровую ивентовую бронежилет Т-800. Прям Терминатора вспомнил.
дает сопротивление урона от людей почти 15%, но, видимо, она не понадобилась. Сами видели, мы прошли просто как по маслу по первому сюжетной линии. Таким образом, на вторую сюжетную линию требуется всего лишь 3000 непосредственно данных металлических жетонов, серебряных жетонов. А самое главное, получается, напоминаю, что мы ожидаем получения контейнера контрабандиста. Я поэтому собираю 1500 золотых. На всякий случай, если потребуется использования 3 попытки для получения непосредственно разгрузки диверсанта. Это было бы просто здорово, если мы ее заполучили. Мы бы сразу разгрузку диверсанта, полярную броню бы полностью одели, ну и все. Тогда пришел бы полнейший бессилие непосредственно этим безумцам. Что касается по поводу контейнера индитанта, это будет следующий уже нашим этапом. Так как вы сами все заметили, оружие здесь, ну, такие средненькие виды вооружения, они мне почти, ну, не интересны. В первую очередь, что мы будем выбивать из контейнера интенданта, мы будем попытаться выбить вот эти первые 3 5% части, потому что мне нужно получить полевой гриль, мне нужно получить деним машина. Ну и параллельно нам, конечно, мастерская медвежатника не нужна, но что поделать, она обязательно у нас с вами появится, потому что если мы будем ее выбивать, она, как обычно, игра дает то, что порой нам не нужно. В такие моменты, получается, в данный момент у нас вселенной DR Survival. Потихоньку проходим, потихоньку собираем, потихоньку гриндим, потихоньку по мере возможности прокачиваемся. Ну, как говорится, не фанатично. Если есть какие-то новые возможности у вас использования разгрузки, например, 4 ячейки, если у вас имеется, поделитесь своим опытом, напишите в комментарии, как вы используете, какие виды вооружения для более эффективной части. Было бы интересно посмотреть, послушать разновидности. А так, данная серия подошла к концу. Если серия вам понравилась, не забывайте подписываться, не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы не пропускать выхода новых серий. Ну и, конечно же, поддержите своим жирным лайком. На этом все. Всем всего доброго, до свидания. Увидимся уже с вами в следующих сериях. Всем пока.